Чувствую, что все врут. Конечно, да, пошли. А куда деваться? Очень страшно, потому что как это может затянуться, обернуться, и чем это всем нам грозит. Но все будет хорошо. Смотрю на все эти кадры, когда люди просто мучаются. Надо было раньше думать. Я лично хотела пойти в военкомат. Страшно, конечно. Очень не хочется, чтобы родной человек уезжал на войну. Просто подстава для вот этих ребят. Мобилизация как-то коснулась ваших знакомых, может быть, друзей, коллег кого-то по работе, родственников дальних? Ну, родственников так коснулось частично, можно сказать. Переживаете? Да, но все будет хорошо. Мобилизации нет, но вот дочку туда отсылают. У них там же сейчас МФЦ начинает работать на Донбассе, Росреестр, и вот едут сотрудники помогать там. Переживаете? Ну, безусловно, но это человек должен каждый пройти, наверное, что-то в своей жизни сделать хорошее. А как думаете, можно ли как-то это все предотвратить? И вообще, возможно ли какие-то мирные отношения между народами в будущем? Ну, в будущем, да, когда это забудется, но, я думаю, в ближайшие лет 10-15 навряд ли. Коснулось в том, что типа все смотрят новости, это очевидно, но так, чтобы прям забирали кого-то из моих друзей, родных, не было. Сейчас начался у нас осенний призыв, и моим друзьям, которым больше 18, приходили повестки, но они учатся, поэтому у них отсрочка. То есть там просто решить пару недоразумений, и все будет нормально. А именно частичная мобилизация так-то никого не коснулась. Ну, некоторых моих друзей, некоторым моим друзьям уже прислали повестки, вот, но пока, так как они учатся в университетах, колледжах, у них отсрочка. Так что пока все нормально. Скажите, а сами вот переживаете вот в связи с вот этой мобилизацией, что вот чувствуете сами? Ну, честно говоря, да, страшно, потому что, кому не страшно в целом, потому что, есть такая профессия Родину защищать, но мы еще молодые, по 17 лет, но через год, если нам придет повестка, мы не поступили, то выбора так-то не будет. Но я знаю, насколько мне известно, люди, которых призвали именно в рамках, просто призыва, они не отправляются на фронт, поэтому там только если ты контракт подписываешь, но, честно говоря, очень страшно, потому что как это может затянуться, обернуться, и чем это всем нам грозит, никто не знает. Извините, я с удовольствием. Нет, не коснулось. Я уже в возрасте. Переживаете? Переживаю. Я переживаю за то, что там происходит. Все-таки жизнь человека – это дорогое самое. Но здесь другое. Я поддерживаю эту операцию, потому что все равно бы когда-нибудь это случилось. И рано или поздно. Потому что нагнетали, и когда-нибудь это должно было лопнуть. И что это началось именно сейчас, это хорошо, что именно сейчас началось. Потому что, может быть, позже было бы еще хуже. Потому что было бы тяжелее справиться с этим. Я считаю, что это была угроза на нашей государственности, иметь такого соседа. Я не против людей. Люди здесь ни при чем. Это вот, скажем так, правящие круги какую-то кашу варят, эту кашу ненужную. Причем сами ее уже не могут расхлебать. Моих знакомых нет. Ой, как нет? Моего брата. Он тут жил, сейчас он в Абхазии находится. Не может приехать сюда. Страшно, конечно. Очень не хочется, чтобы родной человек уезжал на войну. Вдруг что-нибудь произойдет с ним. Жалко, конечно. Коснулась ли вас и ваших знакомых мобилизация? Нет, не коснулась. А как относитесь ко всему происходящему? Без комментариев. Она всех коснулась каким-то образом. Что могу сказать. Переживаете, что думаете по всему этому поводу? Что можно сказать? Это ужасно, но это есть. Как-то можно это изменить? В первую очередь начать с себя, мне кажется. Добиться в своем голове вот этого спокойствия, мира. А потом это все каким-то образом должно переложиться. Могу только таким чудесным образом это все прокомментировать. Нет, у меня один есть, да.
Есть у меня один хохол, так я просто говорю, хохол, есть у меня один, а уже облысевший такой. У него там 2 квартиры, говорит, а у него от домов уже ничего не осталось. Одна сестра жила там у него в Киеве, и больше ничего. Спасибо, ребят. Тороплюсь, извините. У знакомых, может быть, друзей? Нет. Что думаете по этому поводу? Переживаете? Ну, переживаю за Россию, сижу иногда и плачу. Смотрю на все эти кадры, когда люди просто мучаются от жизни такой несправедливой. Мобилизация коснулась как-то, может, ваших знакомых, друзей, близких, может, по работе кого-то? Да, коснулся. Переживаете? Ну, конечно, да, как не переживать. Пошли люди на призыв? Ну, конечно, да, пошли. А куда деваться? Письма пишете, ждете или... Ну, так, связь поддерживаем, конечно. Их не отправили пока или отправили? Нет, уже? они пока, в учебном этом заведении. Мобилизация. Не могу, опаздываю, простите. Мобилизация как-то коснулась вас, ваших знакомых, может быть, близких? Да, у меня 5 человек сейчас там. Переживаете? Да, вроде бы все хорошо пока что. Как думаете, как сделать, или можно ли вообще что-либо сделать, чтобы все это закончилось? Уже, наверное, не знаю. Надо было раньше думать. Сейчас уже, наверное, нет. Почему вот мы все не думали ни раньше, ни сейчас, ни... Пытались думать, просто нам не буду говорить. Без комментариев. Мобилизация вас как-то коснулась? Нет. А друзей, знакомых, родственников? Нет. А за ребят не переживаете? Что Нет. А что чувствуете по поводу вот вообще? Чувствую, что все врут. У меня знакомый в Германии живет. И по поводу того, что якобы там нет газа, нет света, электричества. Вранье. Наша пропаганда. То же самое, что и они пропагандируют, что у нас тут все плохо. Чисто показуха. Это как объявляли, что это будут ребята только в Российской Федерации, никуда не поедут. Присоединили 4 области и всех отправили на фронт. Это была просто подстава для вот этих ребят. Просто подстава. Им сказали, что будут служить, не служить, а готовиться там к чему-то непонятному в России, а их отправили на фронт. Но это несерьезно. Коснулась ли вас как-то мобилизация вот это? Может быть, друзей, знакомых, родственников, по работе, может быть, кого-то? Нет, я считаю, что у нас все хорошо. Никого не сокращает, никого не в коем... Я про мобилизацию объявленную. Вы знаете, здесь трудно сказать. Я в этом... Я вообще-то пенсионерка уже. Конечно, переживаю. Конечно. Конечно, мне наших ребят жалко. Студентов жалко, которых сейчас снимают. Я лично хотела пойти в военкомат, но меня туда, конечно, как пенсионерку 70-летнюю, безусловно, не воспримет даже на подхвате. Но я считаю, что наш Путин молоток.